Здравствуйте, друзья! Всем, кто не успел вырастить весной рассаду цветов или хочет дополнить и разнообразить свои цветники, советую посеять некоторые неприхотливые растения летом. Предлагаю список разных многолетних и двулетних цветов. При посеве в июне, начале июля многие из них зацветут в следующем сезоне, но есть и те, что порадуют вас цветением уже в конце августа или осенью. Солнечные цветники и долгоцветущие бордюры можно составить из разных шалфеев. Этот многолетник идеально подходит для сухих и жарких мест. Цветут шалфеи долго, начиная с первого летнего месяца. При посеве семян в июне цветение наступит в следующем году. Среди шалфеев можно подобрать разные виды и сорта. Есть низкорослые, компактные растения и с более раскидистой широкой кроной. Окраска соцветий также отличается. Она может быть белой, розовой, голубой, синей и даже темно-фиолетовой, например, как у шалфея дубравного городонна. Такие растения хорошо высаживать по краю дорожек, оформлять из них передний и средний план клумб, а также создавать пышно цветущие бордюры, заменяя ими более теплолюбивую лаванду. Шалфеи также считаются удачными компаньонами роз. Такими же неприхотливыми, зимостойкими и засухоустойчивыми являются разные гвоздики, а самые малоуходные почвопокровные – это гвоздика-травянка и перистая. После первой волны цветения соцветия и цветоносы лучше состричь. Таким образом, растения будут выглядеть аккуратно. К тому же появится вероятность, что осенью гвоздика зацветет повторно. Кроме своего обильного цветения, эти многолетники украшают сад своей утонченной листвой и изящными побегами привлекательного сизого цвета. Посадки почвопокровной гвоздики выглядят как сплошной ковер голубовато-зеленого оттенка. Также можно посеять в июне гвоздику шабо и гвоздику турецкую. Соцветия последние бывают самой разной окраски. Очень красивые, многоцветные и махровые сорта. Хоть турецкая гвоздика и считается двулетней, ее достаточно посеять всего один раз, так как она каждый год возрождается своим самосевом. А это значит, что вам не потребуется ее повторно выращивать. К тому же гвоздика непритязательная к уходу и способна расти на разных типах почвы. Цветет на солнце и в легкой полутени. Из двулетних культур в июне, начале июля высевают виолу и маргаритки. Эти цветы совершенно неприхотливые и своим пестрым видом украсят передний план ваших клумб. Хорошо подходят для создания низких цветочных бордюров. Но при летнем посеве они зацветут только в следующем сезоне. Иногда цветы появляются в конце лета, осенью. Незабудка – это еще один неприхотливый двулетник, который высевают даже летом. Он хорошо разрастается, приживается в тенистых местах и на солнце. Незабудка не капризное качество почвы и хорошо уживается с разными растениями. Ее многочисленные цветочки визуально расширяют пространство. Россыпь нежных соцветий незабудки всегда освежает цветники, добавляя им легкости и особое очарование. Хочу отметить, что мелкие семена растений высевают на поверхность подготовленной влажной почвы, не присыпая землей. Для удобства посева их смешивают с песком. Также посевы лучше прикрыть тонким белым агроволокном. После того, как всходы подрастут, материал убирают и все время поддерживают оптимальную влажность почвы. В июне и начале июля можно посеять в сад разные колокольчики. Изобильно цветущих, высокорослых, очень красивый вид персиколистный и колокольчик, который называют чашка с блюдцем. Они всегда привлекают внимание своими крупными, до 5 см в диаметре цветами необычной формы. Отлично подходят для заднего и среднего плана цветников, а также составления миксбордеров длительного цветения. Эти растения также выгодны благодаря их самосеву. Посеяв такие цветы в свой сад всего раз, вы будете любоваться ими каждый год, при условии, если не станете удалять отцветшие цветоносы. А цветут колокольчики не только эффектно, но и довольно продолжительно – около 2 месяцев. В июне еще можно посеять разные сортовые люпины. Их красочные удлиненные соцветия красиво смотрятся в миксе и сочетаются со многими цветущими многолетниками и декоративно-лиственными растениями. Чтобы семена быстрее проклюнулись, перед посевом их надо замочить на день в растворе стимулятора, например, эпина или гумата калия.
Но не советую высаживать обычный видовой синий люпин. Со временем он легко освоит всю близлежащую территорию и вытеснит более культурные рядом растущие растения. Обратите внимание на такой эффектный цветок, как примула мелкозубчатая. Этот многолетник – настоящее украшение сада, но его лучше выращивать в легкой полутени. На солнце примулы чувствуют себя менее комфортно, особенно в южных садах. Эти цветы хорошо приживаются даже под кронами деревьев, любят в меру влажную и питательную почву, слабокислой или нейтральной реакции. Примула мелкозубчатая подойдет для составления ярких цветущих бордюров, оформления садовых дорожек и посадки в приствольных кругах деревьев. Ее шаровидные соцветия отлично сочетаются со многими весенне-цветущими луковичными культурами, хостами, гехерами и почвопокровными цветами. Еще один многолетник, который красиво цветет весной и относится к эффектным, неприхотливым первоцветам, это прострел. Его также можно посеять в июне. Среди прострелов существуют разные сорта. Есть цветы с темно-красной, сиреневой, белой и прочей окраской лепестков. Центр прострела эффектно выделяется своими ярко-желтыми тычинками. Растение подходит для разных мест в саду, для альпийских горок, ракариев и даже контейнерного выращивания. Однако кустики прострела будут комфортнее себя чувствовать в легкой полутени, нежели на постоянном палящем солнце. Очень обильно и эффектно цветут абриета и осколка. Эти почвопокровные многолетники довольно простые в уходе, но они не любят расти на переувлажненной и кислой земле. Зато приспосабливаются даже к каменистым грунтам и выдерживают временную засуху. И осколка более активнее разрастается и с годами способна покрывать своими побегами близлежащую территорию. А контролировать ее рост можно обрезкой, делением и прореживанием, а также выращивая растения в почвенном ограничителе. Садоводам теплых регионов еще не поздно посеять мирабелис и лаватеру. Эти растения смогут расти в любом месте, но не стоит их высаживать на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Воронковидные цветы мирабелиса бывают разной окраски. Их диаметр достигает 2,5–3,5 см. Цветение сопровождается приятным ароматом и привлекает сад бабочек. Отцветает мирабелис с приходом морозов. Кстати, немногие знают, что сохранить растение можно, выкопав с осени его клубни. Чистые подсохшие корни хранят в песке в прохладном помещении. Весной их снова высаживают в сад, как это делают с клубнями георгин. В южных садах в июне еще высевают циинию и космею. Эти неприхотливые и стойкие цветы радуют своим видом до прихода заморозков. Если же вы не успели оформить неприхотливые цветочные бордюры, посейте лисум или низкорослые бархатцы. Их всходы за теплый сезон еще успеют набрать свою зеленую массу. Зацветут кустики лишь к концу лета. Зато цвести они будут до осенних морозов. Из цветущих почвопокровников летом еще не поздно посеять семена желтого лимнантеса и немофилы. Оба растения очень схожи своими темпами развития и условиями выращивания. Они достаточно неприхотливые и эффектно цветут, но их молодым всходам потребуется соответствующий уход, который заключается в своевременном поливе и прополке сорняков. Цветы этих культур красиво сочетаются, высаженные рядом. Особенно ярко выглядит желтый лимнантес в компании голубой немофилы. Подобрав разные растения и грамотно сочетая их в совместной посадке, вы создадите эффектные цветочные композиции, которые будут украшать вашу территорию до глубокой осени. Я также хочу попросить садоводов поделиться своим опытом. Какие цветы вы сеете в июне, в начале июля? Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на функцию колокольчик. Задавайте в комментариях свои вопросы и напишите, из какой страны вы нас смотрите. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.